Здравствуйте, друзья! Так как наш торт Мишка понравился очень многим и рецепт даже стали переснимать некоторые блогеры, покажу вам рецепт королевского пирога. Это очень вкусный пирог, и этому рецепту более 30 лет. Итак, 2 средних куриных яйца разбиваем в емкость, где будем замешивать тесто. Добавляем 200 грамм сахара, взбиваем и отставляем в сторону. Нам понадобится цедра одного лимона. Натираем аккуратно, чтобы не захватывать белую часть кожуры, иначе цедра даст горчинку во вкусе. Затем берем 4 столовые ложки меда. Добавляем 5 столовых ложек молока. Растапливаем на огне, постоянно помешивая. Снимаем с огня и добавляем 100 грамм сливочного масла. Перемешивая, даем ему раствориться. Получившуюся массу добавляем во взбитые с сахаром яйца. Перемешиваем. Добавляем пол чайной ложечки соды, всыпаем лимонную цедру. Размешиваем, чтобы ингредиенты хорошо распределились во всей массе. Постепенно добавляем 700 грамм просеянной муки. Немного перемешиваем ложкой и дальше можем замешивать тесто руками. Немного припыляем стол мукой и замешиваем тесто до однородного состояния. Постоянно слегка припыляя мукой, чтобы оно не прилипало к рукам. Вот таким должно получиться тесто. Укутываем пищевой пленкой, убираем в холодильник и займемся кремом. Крем для этого пирога не совсем обычный. В кастрюльку вливаем 700 мл молока. Добавляем 200 грамм сахара и 6 столовых ложек манной крупы. Постоянно помешивая, доводим до кипения и варим еще 2-3 минуты. Пусть вас не смущает, что крем на основе манной крупы. Он получается бесподобно нежным и очень вкусным. По консистенции масса должна получиться примерно такая. Когда основа для крема немного остынет, добавляем 300 грамм нарезанного кубиками сливочного масла. Перемешиваем до однородной массы и отправляем охлаждаться. Тесто постояло 30 минут в холодильнике, и теперь мы можем начать раскатывать коржи. Коржей должно быть 6, соответственно делим на 6 частей. Припыляем стол мукой и раскатываем. Аккуратно перекладываем раскатанное тесто на противень. Я для выпекания взяла нижнюю часть разъемной квадратной формы. Формируем края. Слегка прокалываем корж вилкой. Затем отправляем в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Ориентируйтесь на свою духовку. Корж должен зарумяниться. Итак, выпекаем все 6 коржей. Когда коржи будут готовы и остынут, можем начинать собирать пирог. Но перед этим берем тот самый лимон без кожуры, разрезаем его и выжимаем лимонный сок в наш манный крем. Нечаянно упавшие косточки выбираем и взбиваем крем миксером. Также для сборки пирога нам понадобится джем. По рецепту идет сливовый или абрикосовый. Я взяла сливовый. Он придаст пирогу дополнительную освежающую кислинку. Крем и джем чередуем. Нижний корж мажем кремом. Следующий корж джемом. Должно получиться 3 манных слоя и 2 слоя с джемом. Под верхним коржом должен быть слой крема. Только посмотрите, как аппетитно выглядят эти слои.
Верхний корж ничем не украшается. Скорее всего, поэтому это кондитерское изделие и назвали пирогом, хотя по наполнению можно сказать, что это торт. Пирог прикрываем пищевой пленкой и оставляем пропитываться на 10-12 часов в холодильнике. Затем можем нарезать. Чтобы были видны красивые слои пирога, я очень тоненько обрезаю края. И нарезаю пирог. Вкус у него нежнейший. Пропитанный медово-лимонный корж в сочетании воздушного манно-лимонного крема и освежающего сливового джема. Только посмотрите, как красиво выглядит пирог. Кстати, когда он достаточно пропитан, пирог становится вот таким. Всего доброго, друзья, и приятного аппетита! Если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите, как вам рецепт в комментариях.